Девочки, здравствуйте! Хочу вам рассказать немного о выкройках. Я использую для выкроек вот такая вот клеенка, есть не клеенка, а подстилка под горячую пищу на стол. Она стоит рублей от 15 до 30 рублей. Я из нее вырезаю выкройки. Потому что, когда карандашом чертишь по бумажке, край этот начинает махриться и становится лохматым, и выкройка меняет свои размеры. Поэтому вот это у нас несгораемая вечная выкройка, которая служит очень-очень долго. Итак, перейдем к нашему телу. Тело мы кроим из трикотажа, который не очень у нас, он плотный, но не очень сильно тянется. Этот трикотаж нам нужен 33 сантиметра на 20 сантиметров. Еще нам понадобится для тела флизелиновая клеевая. Она у нас кроится. Значит, одна кроится по долевой. Вот таким образом. А это у нас скроено. Вот так долевая идет. Понимаете? То есть, когда лежит у нас ткань, то у нас получается длинный кусок мы выкраиваем вот так. Долевая идет. А здесь у нас, да, вот она долевая, вот она не тянется, а здесь тянется. А этот кусок мы вырезаем по-другому немножечко. То есть он вот так тянется поперек, а вдоль не тянется. И нам это для чего надо? Сначала мы приклеиваем первый слой к ткани, к изнанке ткани. Не перепутайте. Вот она у нас изнаночка. Мы сюда приклеиваем первый слой, который у нас тянется вот так. Вот короткая сторона у нас тянется по вот долевая. Видите, она по долевой не тянется. По поперечной она растягивается. То есть, как и сама ткань, она вот так тянется, а это плохо тянется. Долевая у нас вот так идет. Приклеили. Второй слой мы клеим. Уже долевая у нас идет вот так. То есть, она у нас скрепляет все слои. И получается, что у нас будет ткань зафиксирована и не будет тянуться вот так поперек. Поняли? Дальше мы берем, загибаем один слой. У нас задняя часть тела будет со швом посерединке. И мы складываем выкройку и обводим. Для чего нам такие махинации нужны? Для того, что вот эти, видите, у нас выточки есть на теле. И если мы сделаем с бязью это все, то мы просто запутаемся во всех тканях. И они у нас будут все время мешаться и вылетать отовсюду. Поэтому вы просто теперь обводите и вырезаем. Когда дойдем до тела, я вам все дальше объясню. Просто вам рассказываю, какие кусочки ткани сейчас нам нужны. Так, нам понадобится бязь для головы. У нас два клинушка будут. Вот такие. Мы их вот тут рисуем карандашиком. Бязь 30 сантиметров на 15. Мы ее складываем пополам. Иголочками закрепляем наши клинышки. Готово. Дальше у нас идет тело. Берем трикотаж. Трикотаж у нас идет 33 сантиметра на 20 сантиметров. Мы его складываем лицом к лицу. Бязь такого же формата 33 на 20. Складываем все серединкой с серединкой. И здесь мы рисуем руки, 2 руки и 2 ноги. У кого больше будет, рисуем больше. Также иголочками скалываем каждую руку. Так, у нас получается 4 слоя. Первый слой бязь, 2 слоя трикотажа и бязь. 4 слоя. Дальше у нас идет бифлекс. Ваша любимая ткань, которую вы никак не купите в природе, которая не существует. Бифлекс 33 сантиметра на 12. Нам его нужно сложить в 3 слоя. То есть вот так складываем, вот так, и выкройку обрисовываем. Шьется эта ткань тоненькой иголочкой.
стежок, длина стежка 1,6, 1,8. Чем меньше стежок, тем лучше шьется эта ткань. Не пропускает никаких стежочков. То есть делайте, если у вас начинаются пропуски, делайте меньше шаг у машинки. Длину стежка меньше делайте.